«Привет, Арми». Сможет ли один короткий отрывок из песни, произнесенный Чингуком за считанные секунды, изменить ход музыкального пути BTS? Может ли краткий лирический намек действительно потрясти эмоции Тэхёна и постепенно приоткрыть завесу тайны над сольным альбомом, о котором до сих пор говорили лишь шепотом в тихих разговорах фанатов? Или это самый смелый и дерзкий сигнал, который Чингук когда-либо посылал миру? Этот единственный вопрос мгновенно взорвался в публичном пространстве. Не из-за официального объявления, не из-за драматической пресс-конференции, а из-за небольшого намека, такого, который показался слишком значимым, чтобы его игнорировать. В поп-индустрии, известной своей точностью, тщательным планированием и идеально выверенными сюжетами, Чингук сделал нечто неожиданное. Он намекнул на текст новой песни. Не просто какой-то текст, а фрагменты, которые казались глубоко эмоциональными, неоднозначными, личными, открытыми для интерпретации. В индустрии, где принято скрывать планы за безопасными улыбками и тщательно выверенными словами, этот момент был очень сильным. И что сделало это еще более сильным, так это не только мгновенная эмоциональная реакция ARMY, но и ответ Тэхёна. Его выражение лица было запечатлено иначе, чем обычно. Более тихим, более сдержанным, более глубоким. И для многих фанатов это было сложнее и болезненнее интерпретировать. С самой первой секунды появления этих лирических намеков дискуссии о будущем Чингука разгорелись с новой силой. Была ли это часть тщательно спланированной рекламной стратегии? Был ли это просто художественный эксперимент, призванный проверить реакцию публики? Или это было что-то совершенно другое, вопрос, которого фанаты ждали с замиранием сердца? Стоят ли Чингук и Тэхён на пороге нового этапа, в котором они никогда раньше не были? Этапа, где сольная музыка больше не является далекой перспективой, а реальностью, тихо формирующейся под поверхностью? Чтобы понять, почему один единственный фрагмент текста песни мог вызвать такой эмоциональный шок, нам нужно отступить назад и взглянуть на положение Чингука в экосистеме BTS. На протяжении многих лет Чингук известен как «Золотой Макне». Разносторонний, адаптивный артист, часто выступающий связующим звеном между коллективной идентичностью BTS и индивидуальным самовыражением. Он редко открыто говорит о личных планах. Вместо этого он общается через действие, через дисциплину, рост и последовательность. Именно поэтому этот момент ощущался по-другому. Когда Чингук намекает на текст песни вне группового контекста, в пространстве, которое кажется скорее личным, чем коллективным, многие фанаты сразу чувствуют, что это необычный момент. Сами тексты, хотя и короткие, содержат темы прощания, самоанализа и поиска более глубокого смысла. Нет прямого объяснения, кому обращены эти слова. И именно эта неопределенность придает им силу. В исследованиях популярной музыки этот прием часто называют стратегической двусмысленностью. Это художественный подход, который намеренно оставляет пространство для интерпретации, позволяя слушателям эмоционально погрузиться в повествование. Чингук, сознательно или бессознательно, похоже, использует этот подход с поразительной точностью. Реакция публики быстро разделилась. Некоторые фанаты восприняли лирический намек как смелый художественный шаг, знак того, что музыкант готов выйти за рамки привычных сюжетов. Другие же почувствовали тревогу. Они опасались, что эти слова сигнализируют об эмоциональной дистанции не только в художественном плане, но и внутри самой группы BTS. Однако наибольшее внимание было приковано к Тэхёну. В то же время, когда текст песни Чингука обсуждался на разных платформах, выражение лица Тэхёна выделялось. Никакой широкой улыбки. Никакого игривого юмора. Просто тихое присутствие, которое, по мнению многих фанатов, несло в себе смысл. Одного этого различия было достаточно, чтобы породить бесчисленные интерпретации. Значит ли это изменение реакции что-то более глубокое? Аналитики поп-культуры призывают публику не делать поспешных выводов. Но во вселенной BTS даже самая незначительная деталь часто имеет символическое значение.
Отношения Чингука и Тэхёна давно известны своей близостью, сложностью и творческим переплетением. Они представляют два разных, но взаимодополняющих художественных подхода. Чингук часто выражает себя через исследование и точность. Тэхён, с другой стороны, известен своей эмоциональной глубиной, визуальным повествованием и тихой интенсивностью. Поэтому, когда Чингук намекает на что-то глубоко личное, для публики естественно обратиться к Тэхёну, искать смысл в его реакции. В то же время, обсуждение возможного сольного альбома возобновилось с беспрецедентной интенсивностью. В течение многих лет сольные проекты участников BTS представлялись как личные исследования, которые укрепляют, а не ослабляют группу. Но на этот раз намек ощущался иначе. Он появился без официального представления. Без коллективной истории, которая смягчила бы его воздействие. И уже одно это отсутствие придало ему большую значимость. Быстро росли предположения, что Чингук, возможно, готовит что-то более конкретное, самостоятельное художественное заявление. И, естественно, Кью. Вопросы возникли и по поводу Тэхёна, учитывая его собственную экспериментальную и эмоционально насыщенную творческую историю. Если Чингук общается через тексты песен, то Тэхён часто говорит через визуальные образы, жесты и художественные решения, не требующие слов. Их контрастные реакции могут сигнализировать не о конфликте, а скорее о двух разных способах осмысления одной и той же трансформации. Однако для фанатов эмоции редко следуют логике. Многие признались, что чувствовали себя неподготовленными к возможности сольного альбома в ближайшем будущем. Не потому, что сомневались в музыке, а потому, что боялись потерять чувство единства, которое всегда было в основе BTS. История показывает, что для многих крупных групп переход к сольной работе часто становится критическим поворотным моментом. Он меняет внутреннюю динамику. Он меняет то, как публика воспринимает группу. Именно здесь роль Чингука становится особенно значимой. Открыто намекая на тексты песен, он, кажется, приглашает публику в свой творческий процесс. Он не ждет момента уверенности. Он выбирает момент неопределенности. И, поступая так, он проверяет не только любопытство, но и эмоциональную готовность. Тем временем Тэхён выбирает молчание. А в современной развлекательной культуре молчание часто говорит громче слов. Он переживает эмоции наедине, ждет подходящего момента, чтобы отреагировать через искусство? Или это молчание само по себе является частью более масштабного, невысказанного повествования? Наблюдатели в индустрии отмечают, что, хотя стратегии, основанные на намеках, не новы, они редко реализуются с такой эмоциональной интенсивностью. Чингук, похоже, выбирает органичный и рискованный путь, позволяя публичным эмоциям свободно течь, без немедленных разъяснений. С академической точки зрения, это знаменует собой сдвиг в отношениях между айдолами и фанатами. Чингук больше не делится только конечным продуктом, а фрагментами самого пути. Это создает интимность, но также усиливает уязвимость и непонимание. Означает ли это, что сольный альбом неизбежен? Официального подтверждения нет. Но в мире к-поп намеки редко появляются без намерения. Даже если альбом еще не готов, эти лирические намеки могут закладывать эмоциональную основу для того, что будет дальше. Если Тэхён тоже готовит свой собственный путь, то сегодняшние контрастные реакции могут представлять собой начало параллельных путешествий, идущих бок о бок, а не сталкивающихся. Ясно одно, этот момент изменил ход дискуссии. Публика больше не просто ждет анонсов. Она размышляет об идентичности, росте и художественной смелости. Чингук одним лирическим фрагментом вызвал коллективное размышление о том, что значит взрослеть под пристальным вниманием мирового сообщества. Тэхён своим тихим ответом напоминает нам, что рост никогда не бывает чисто логическим. Он эмоциональный. Он тяжелый. И он глубоко человеческий. Это начало новой эры или просто еще одна глава в долгом пути BTS? Ответ на этот вопрос остается неизвестным. Но одно можно сказать наверняка. Когда Чингук намекнул на эти слова, он говорил не только о музыке.
Он говорил о переходе, о честности и об эмоциональных рисках, связанных с выходом на незнакомую территорию. Возможно, наибольший сюрприз заключается не в самих текстах песен и не в реакции Тэхёна, а в осознании того, что BTS, как отдельные личности, так и коллектив, находится на переломном этапе, который больше нельзя откладывать. Готовы ли ARMY принять это? Этот вопрос продолжает оставаться открытым, ожидая ответов, которые могут дать только время, музыка и смелость.